Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим еще один салат на зиму. Готовится очень просто, быстро и получается безумно вкусно. Мы с Алексеем уже продегустировали его на нашем мукбанг канале. Ссылочку оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте, конечно, тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании под видео. Переходите, знакомьтесь. Совсем недавно мы переехали в Турцию. Все эти замечательные рецепты снимаем из нашей турецкой квартиры. Добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как просто и быстро приготовить вкусный салат на зиму. Мы начинаем! Чтобы приготовить вкуснейший салат на зиму, для начала мы с вами сварим рассол. Для рассола нам потребуется 1,5 литра воды, 100 мл 9% уксуса или у меня 4,5% уксус, я беру 200 мл, 1,5 столовые ложки соли и 3,5 ложки сахара. Салат получается невероятно вкусным, поэтому если есть желание, смело все ингредиенты можно увеличить в 2 раза. Значит, берем кастрюлю, в которой будем варить рассол, отправляем все ранее перечисленные ингредиенты. Перемешиваем все это дело деревянной ложкой, отправляем на плиту до закипания. После закипания наблюдаем, чтобы полностью растворились соль и сахар. И тогда наш с вами рассол будет готов. Все, друзья, вода у меня закипела, соль и сахар полностью растворились. Отключаем газ, нам необходимо рассол наш остудить. Тем временем, пока у нас с вами остывает рассол, мы подготовим овощи. Среди овощей нам потребуется 1,5 килограмма помидоров, сегодня будем использовать 2 головки лука, у меня получились общим весом 450 грамм. 4 болгарских перчика общим весом 400 грамм. Для начала нам необходимо все овощи нарезать. Я беру свой любимый станок, лук буду натирать на терке. Одеваю на плододержатель, разрезаю поперек стрелочек вот так и легким движением руки натираю лук. Получаются вот такие не очень тоненькие полукольца. Соответственно, если лук резать вручную, то разрезаем пополам, разворачиваем и вот так поперек полукольцами нарезаем лук. Я сейчас нарежу лук, затем покажу, что делать дальше. Лук полностью я подготовила, вот такое количество у меня получилось, пока убираем в сторону. Далее на очереди у нас помидоры. Помидоры разрезаю пополам, так чтобы плодоножка оставалась полностью на одной половинке. И вот таким треугольничком вырезаю плодоножку. Далее помидоры разрезаю на четвертинки, вот таким образом. Если помидор вот такой большой, также разрезаем пополам и разрезаем на 4 части, каждую половинку. Точно так же поступаем со всеми оставшимися помидорами. Помидоры я нарезала, посмотрите, какое количество у меня получилось, пока убираю в сторону. И на очереди остались только болгарские перчики. Болгарский перец разрезаю пополам, удаляю семена, плодоножку и перегородки. Все остальное нарезаем в произвольном порядке. Я разрезаю еще раз пополам и полосочками примерно по 2-3 мм. Вот так. Вот такой толщины примерно получаются у нас четверть кольца болгарского перца. Таким образом нарезаю полностью весь болгарский перец. Все, друзья, болгарский у меня тоже готов. На тарелочку вот так выложила, пока убираю в сторону. И на очереди осталась только петрушка. От петрушки отрезаю вот эти палки. Несъедобные, они жесткие. Все остальное просто мелко нарезаю. Все, друзья, петрушка тоже готова. Ждем, когда остынет рассол. Все, друзья, рассол у нас остыл. Банки я стерилизовала. Для удобства использования рассола перелью его в мерный стаканчик. Дальше, значит, делаем следующее. Банки я стерилизую следующим образом. Чистые банки помещаю в холодную духовку, разогреваю ее до 160 градусов и с момента, как разогрелась духовка, стерилизую банки в течение 15 минут. Что касается крышек, то их я кипячу в сотейнике с момента закипания в течение 10 минут. Далее на дно каждой банки укладываем помидоры. Примерно до половины заполняем банку помидорами. Далее в произвольном количестве отправляем в банку лук. После лука в банку отправляются болгарские перцы. Хорошенько все вот так придавливаем, потому что салат еще очень-очень сильно сядет. Затем сверху банки отправляется 1 столовая ложка петрушки. Далее заливаем остывшим рассолом, закрываем стерилизованными крышками и пока в сторону. Все это дело мы потом будем стерилизовать в кастрюле. Точно так же заполняем все оставшиеся банки, пока у нас с вами не закончатся продукты. Все, друзья, банки я все заполнила, крышками закрыла. В итоге из такого количества ингредиентов у меня получилось ровно 6 баночек по 600 мл. Далее, друзья, берем кастрюлю,
в который будем стерилизовать наши банки. На дно укладываем какое-нибудь полотенце или тряпочку и укладываем внутрь наши банки. У меня кастрюля достаточно большая, все банки вместились. Далее заливаем в кастрюлю воду до плечиков банок. Отправляем на плиту на максимальный огонь. Итак, вода у меня закипела, с этого момента засекаем ровно 7 минут. Все, друзья, прошло у нас 7 минут, отключаем газ, закатываем банки. Итак, банки вытаскиваем из кастрюли аккуратно. Банки у нас очень горячие, поэтому при помощи полотенца одной рукой держим, второй рукой убеждаемся в том, что крышка закрыта хорошенько и переворачиваем вверх дном. Точно так же проверяем все оставшиеся банки и устанавливаем рядышком. Далее банки закрываем одеялом и оставляем при комнатной температуре до полного остывания. Чуть позже одну из банок мы с вами откроем, я еще раз покажу, как это аппетитно выглядит, и мы продегустируем этот салат на нашем мукбанг канале. Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась, выглядит просто сногсшибательно. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать этот салат на нашем мукбанг канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.